Всем привет! Сразу после первого ролика про альтернативы AirPods мы начали готовить вторую часть, улучшенную и дополненную моделями, которые вы предлагали в комментариях. Да, мы их внимательно читаем. Собирали долго и упорно, но теперь у нас есть все, что вы наиболее часто упоминали. Все собранные модели мы прогоним по той же программе, а заодно добавим еще один тест на задержку звука при просмотре видео. Начнем с самого свежака – Meizu Pop. Тот момент, когда понимаешь, вот эти люди не переборщили. Все идеального размера, крышечка бокса с приятным магнитным доводчиком. Спереди есть индикатор заряда бокса, и не так, как все делают, а нормально, с 4 светодиодами, по которым можно понять уровень. Чтобы посмотреть, нажимаем кнопку с обратной стороны. Удобно. Да, зарядка кейса через Type-C. Единственное, к чему можно придраться, зачем его поместили внизу. При зарядке бокс придется класть плашмя, и будет царапаться вот эта красивая глянцевая поверхность. Сами наушники тоже почти идеальны, начиная от дизайна с этими переливающимися синими ободками, заканчивая звучанием и удобством. Они очень легкие, при этом отлично ложатся в уши, не выпадают, и им не нужны эти жуткие ободки, которыми иногда снабжают такие наушники. Пейринг простой, никаких проблем не возникло. Потом пользоваться еще проще. При вытаскивании наушники автоматом включаются, а когда кладем обратно в кейс, выключаются. Управление сенсорное, причем это не фейк в виде акселерометров, которые чувствуют удар, а настоящие сенсорные панельки. Из-за чего двух таких на каждом наушнике хватает для управления почти всем, что может понадобиться. Короткое нажатие – проигрывание паузы. Длинная регулировка громкости. На правом увеличение, на левом уменьшение. Двойной тап, следующая или предыдущая композиция. Тоже зависит от наушника. Ну и еще есть тройной, по которому вызывается голосовой помощник. Чтобы добиться такой легкости, немного ужали автономность. Наушники продержатся 3 часа. С подзарядкой от кейса добавьте еще 12. Но с паузами по часу. Именно столько нужно для зарядки с нуля до полной. Вот чего мы раньше не видели в таких наушниках, это беспроводной зарядки. И она в кейсе Meizu Pop есть. Приятный бонус, особенно если беспроводная зарядка уже есть дома или в офисе. По звучанию ничего прямо фантастического нет, но звук отличный, сбалансированный и не зависящий от того, как вы вставили наушник. Тест с карманом и поворотом головы они проходят, здесь Bluetooth 5, и если не издеваться совсем, закрывая смартфон в кармане ладонями, то звук не пропадает. А вот при просмотре видео звук запаздывает. Не настолько, чтобы это прям бесило, но заметно. И никаких измерительных приборов не нужно, чтобы сказать, лаг есть. Критерием я отобрала 7 моделей смартфонов, которые буду сравнивать по нашей стандартной... Как звучит микрофон Meizu Pop, вы можете слышать прямо сейчас. Не самая сильная сторона этой модели. Кстати, поскольку все эти наушники мы преподносим как альтернативу Apple AirPods, то вот вам качество звука их микрофонов для сравнения. Если учесть цену, а ссылки на все модели из этого обзора вы найдете в описании, если не критична задержка при просмотре видео, то я бы эту модель советовал бы всем. Очень приятная и симпатично звучащая. Вторая модель, о которой вы упоминали чаще всего, а мы пропустили в первой части, Samsung Gear Icon X. Наверстываем упущенное. Кейс компактный, индикаторы есть и сзади, и спереди. Один показывает, как дела с батарейкой в самом кейсе, а еще 2 спереди заведуют наушниками. Они могут только светить красным или зеленым, так что точно понять, насколько разряжены аккумуляторы, можно только через софт, но о нем чуть позже. Да, зарядка через Type-C. Спасибо, Samsung. Крышка не на магнитах, а на жесткой защелке. Сами наушники, понятное дело, уже магнитятся. Система надевания уже знакома по многим моделям. Сначала вставляем наушник, а потом поворачиваем, как бы закрывая некий замок. Для этого и есть специальные резиновые чехольчики с выступами. Подключение здесь не такое простое, поскольку для сопряжения нужен фирменный софт Samsung Gear. Это же касается не только смартфонов, для ПК тоже есть своя версия. Просто так через Bluetooth не подключить. И не стоит искать приложение на сайте Samsung. Они положили дистрибутив в сами наушники. Да, в Icon X есть встроенная память. Если подключить кейс с наушниками проводом к ноутбуку, то увидим 2 накопителя по 4 гигабайта. Но для музыки доступно не 8, как могло бы показаться, а 4. Композиции дублируются для каждого из них. Для чего все это нужно, спросите вы? Чтобы не брать на пробежку смартфон, например. Да и живут они в этом случае от аккумулятора дольше, чем если вы будете стримить музыку со смартфона по Bluetooth. 5 часов с телефоном, 7 напрямую из наушников. По автономности. В самих наушниках аккумуляторы 150 мАч. Их хватает на 4-5 часов. В кейсе еще одна батарейка 500 мАч, чего хватит примерно на 3 зарядки. Пожалуй, самое бесящее в этой модели – сенсорные панели. Они постоянно реагируют на случайное нажатие, запускают какие-то тренировки, переключают треки, а особенный челлендж – поменять громкость. Для этого надо провести вверх или вниз,
Естественно, на ходу или в транспорте срабатывает все что угодно, только не регулировка громкости. Но в Samsung Gear есть возможность залочить сенсорные панели. Вообще редко, когда приложение Companion оказывается таким полезным, но Samsung Gear очень навороченная. Тут и эквалайзер, и заряд аккумулятора, и даже включение фишки, когда слышно окружающие звуки с помощью микрофона. Если заглянуть в настройки, то тут еще больше всего. Потеряли наушники в комнате? Вот функция, которая заставит их громко пищать. Виды тренировок, пункты меню для голосового помощника, менеджер музыки для встроенного хранилища. И возможность подключить Samsung Health для использования наушников в качестве фитнес-трекера. Но сильно не обольщайтесь, из датчика в них только акселерометр и сенсор приближения. Звучат Icon X отлично, при этом нет никакого дискомфорта или усталости после нескольких часов ношения. Нет проблем с нахождением правильного положения, они всегда одинаково хорошо звучат. Тест с карманом они проходят, но версия Bluetooth здесь 4.2, а не 5. Задержку при просмотре видео я тоже не заметил. Но за адекватные деньги. На рынке устройств с таким ценником много, но как выбрать то самое, лучшее из лучших? Сегодня я постараюсь облегчить вам эту задачу. Но микрофон этой модели позволит вас слышать примерно так. А сейчас немного неожиданный участник теста – наушники от компании Anker, которые славятся качественными зарядками, пауэрбанками и проводами. И вот она тоже выпустила беспроводные наушники Zola Liberty Plus. Понятно, что на примере всех тех перечисленных зарядок и прочих штук о дизайне продуктов Anker особо не сложишь впечатление. Но как-то все у них было симпатично и приятно, поэтому вот такое выглядит довольно странно. Нет, к качеству придраться нельзя, но вот стиль исполнения немного удивляет. Это какой-то пришелец из прошлого или же из другой индустрии. Кейс Liberty Plus больше напоминает пафосную коробочку для парфюмерии. Матовый молочный цвет, полированная каемочка. Нигде, кстати, ни одного упоминания Anker. Ну и некоторые решения тоже удивляют. Это порт micro-USB для зарядки, хотя кто, как не компания по производству аксессуаров для зарядки, должна понимать и поддерживать переход на нормальный стандарт. И более того, разъем закрыт резиновой заглушкой с таким вот пиптиком, который фиг откроешь. Я уже и забыл, когда видел такое, если честно. Какой-то привет из прошлого. Ну да ладно, на каждый дизайн найдется свой любитель. Смотрим, что внутри. Крышка магнитная, бочонки, а это именно бочонки по габаритам и форме, держатся внутри тоже за счет магнитов. На кейсе есть 3 почти незаметных светодиода, которые показывают заряд самого кейса. А вот сколько осталось заряда в бочонках, непонятно. Кейс еще и крупноват, учитывая, что их носят в карманах, когда вытаскивают наушники. Зато к тем 3 часам автономности бочонков кейс добавляет еще 48. Это уже по-анкеровски, тут не поспоришь. Наушники с 2 накладками. Вторая обеспечивает тот самый лок в ухе, который назвали GripFit. Вставляем и поворачиваем. Как по мне, они слишком плотно сидят в ухе. Создается впечатление, что ты можешь потерять какой-то кусок диапазона, что канал закрыт этой силиконовой штукой. Хотя на самом деле звук почти не меняется от того, насколько плотно и сильно ты вставишь наушник в ухо. Если вдруг неудобно, в комплекте такой вот внушительный набор дополнительных накладок разных размеров. Звучание мне сначала показалось хорошим, но потом, после сравнения с другими моделями, я заметил какую-то излишнюю резкость. А в целом это не та модель, с которой хочется заново переслушать любимую музыку, чтобы обнаружить в ней какие-то новые нотки. Не та. Управление простое. Нажимные кнопки на поверхности бочонка. Это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, что нет случайных нажатий. Плохо, что ты каждый раз вдавливаешь наушник в ухо, а он и так довольно плотно сидит. Функций немного. Пауза, переключение трека, включение помощника. Регулировки громкости нет, зато включение окружающих звуков, которые обычно делают в софте, а это неудобно, здесь реализовали длительным нажатием. Не нужно доставать смартфон, тыкать в приложение. К слову про приложение. В этом Anker тоже оказалась не сильна. Фактически компаньон бесполезен. Говорят, в предыдущей версии было отображение заряда аккумулятора бочонков, но его убрали. Такое. Bluetooth 5 это отличная штука, поверьте. Никаких проблем с потерей связи, нет и задержки звука при просмотре видео. По этому ролику, потому что все хотят найти себе лучший смартфон, но за адекватные деньги. На рынке устройств с таким ценником много, но как выбрать то самое? Ну и последний тест – проверка звучания микрофона. О качестве судите сами, устроит оно вас или нет. Если наушники от Anker вас не удивили, то вот реальный космический аппарат вот в таком огромном кейсе. Это Bose SoundSport Free. Кейс огромный, но на нем только индикатор заряда, кнопка для открывания и порт micro-USB для зарядки. Но если вы откроете коробочку, то внутри увидите настоящую дичь. Я еще никогда не видела наушников такой формы, и это на первый взгляд пугает.
Но у Bose есть репутация в аудиомире, так что не будем делать поспешных выводов. Несмотря на то, что это вкладыши, они не закупоривают ухо. Хитрый выступающий хрящ – это закрывашка. Вставляем наушник в ухо и фиксируем поворотом. При этом канал не закрывается. Мы слышим внешние звуки, нет никаких неприятных ощущений, будто в ухо вставили пробку. Неужели при таком контакте может получиться крутой звук? Может. Если вспомните, в этом ролике была фраза про то, что качественный звук – это когда возникает желание переслушать любимую музыку. Так вот, с этой моделью такое желание возникает. По детальности Sound Sport Free уделывает, наверное, все модели, которые побывали у нас в руках. Да, звук немного специфический, любителям наваливать басы они могут не понравиться. Но вот я от них в восторге. У них только два недостатка, причем первый к звуку не имеет отношения. Это внешний вид. Причем не их, а ваш в этих наушниках. Если не смущает косплей Чебурашки, то берите, не пожалеете. Хотя стойте, есть еще второй недостаток, о котором мы должны упомянуть. Звук при просмотре видео запаздывает. Неприлично сильно. Давайте откровенно. Скорее всего, вы кликнули по этому ролику, потому что все хотят найти себе лучший смартфон, но за адекватные деньги. На рынке устройств с таким ценником много. Да, с точки зрения функциональности у них все сильно проще, чем у спортивных Samsung или Jabra, о которых мы рассказывали в прошлый раз. Тут минимум кнопок, никаких сенсорных панелей, есть пауза и регулировка громкости. Причем такие, что сразу и не поймешь, нажимаются эти кнопки или нет. Фирменное приложение максимально простое, но очень приятное. Оно тихонько качает апдейт прошивки и спрашивает, напомнит ли, когда оно загрузится или не надо. Умиляет даже встроенный генератор имени для наушников. Еще оно умеет искать их и даже показывает карту. Правда, мой левый почему-то оказался в океане возле Нигерии. Я там вроде не был на этой неделе. В общем, пищалки и свистелки – это не про Bose Sound Sport Free. Эти наушники про музыку, причем серьезно так. Хотя и по цене это заметно. В огромных наушниках аккумуляторы, которые позволяют играть до 5 часов. Кейс позволит еще пару раз их зарядить. Так что автономность вполне приличная. Тест с карманом они проходят. Звук начинает пропадать, если отвернуться и заодно закрыть смартфон еще и ладонями. А встроенный микрофон работает примерно так. Можете сравнить качество звука с другими моделями. Вот такой вот набор мы собрали из комментариев, где вы предлагали, какие наушники взять для второй части. Выбирайте сами, что вам больше всего понравилось. Всем пока. Всем пока, с вами был Максим, с вами была Ника, много наушников, канал Розетка. Я надеюсь, что вы оставите нам много комментариев, поставите лайк и нажмете на колокол, чтобы не пропустить наши очередные крутые видео. Бум. Всем пока.